просто обычная, стоила 199 реалов. Америка. Народу становится все больше и больше. Вот что значит быть бизнесменом. Все светится, все мерцает. Как тебе в клубах нравится здесь? Девчонки, вот, фены Dyson. Вот что значит быть бизнесменом. This is what does it mean to be business owner. He's cleaner and barber as well. Yeah. Ежемесячно, every month, free ad for you, yeah? Every month. You subscribe for my channel, that's why I'm making for you free. Короче, как обычно, Кадыр классно стрижет волосы. Так что, ребята, кто живет в Дохе, who is living in Doha, welcome. Yes, Кадыр? Address, what's address? Dusit D2 Hotel, 5-star hotel, Sharp H, barbershop. Всем привет, друзья! Это новый влог на моем канале. Сегодня покажу вам немножко ночной жизни Дохи. Присаживайтесь поудобнее. Я начинаю. Привел себя в порядок чуть-чуть. Сходил, кстати, к Кадыру, барберу, моему другу. Вызвал такси. Тут, правда, недалеко даже пешком идти, но сегодня прям супер жарко. Вообще, сейчас все лето супер жарко. Поэтому поедем на такси. Посмотрим, что там за движуха. Сейчас обычно все тусуются в четверг-пятницу в клубе, потому что особо сходить некуда, жарко, на улицу не выйдешь. Поэтому ходят по барам и клубам. Сходим, посмотрим атмосферку. Давно, 100 лет в клубе не был, наверное, в прошлом году последний раз был. Наверное, в ноябре или октябре. В общем, очень давно. What's your name, by the way? Say hi. No. Why? Vlog. YouTube. No. Why no? No. You're looking for a job. Maybe somebody will help you. No, I don't like. Why you don't like? No, I don't like this. Sorry. Or maybe you're a scammer. You want? No. Окей. Пол сейчас какой-то чел начал, короче, мне тут втирать. Yes. I'm shooting. Okay. I cannot. I'm shooting video. What do you want? You want to be on the video? Or you don't want? Delete my video, I said. I delete it, don't worry. Okay? Thank you. Bye-bye. Странный чел, короче. Какой-то парфюм то сначала предлагал, то потом работу искал. Hello, how are you? I'm good. Let's go. What's your name? My friend. What's your name? No? Your name? Shahzad. Shahzad? Shahzad. Oh, where you from? Pakistan? Pakistan. Pakistan, good country, yeah? How long you work in Qatar? 5 years? Oh my God. You miss your country? 100? 200. So per day you earn 200? 200. Your English not good? Not good. Arabic, malum Arabic? Mafia Arabic? Arabic. No, Rusi. Rusi? Yes. Rusi Mafia? Arabic, malum. I know Shwe Arabic. Shwe, Sharmuta. You know Sharmuta? In Doha, Sharmuta in Doha. He Sharmutas? Mafia? С таксистом особо не пообщаешься. На английском не бум-бум. Не разговаривают на английском вообще практически. Людей не так много, сейчас только 11 часов. Пока так, ну человек тут может там 30 от силы, но я думаю к часам 12 к часу потянется много людей. Как правило, входы в клубы бесплатные, только
только если не какой-то диджей выступает крутой. Алкоголь очень дорого стоит. Но всегда дают орешки такие, чтобы вы побольше ели и побольше заказывали пиво, потому что они соленые. Народу становится все больше и больше. В общем, друзья, вы сами видели клубы, ну, по крайней мере, вот этот клуб, он такой достаточно популярный, Хайд называется. Четверг, пятница, всегда людей битком. Я уже не оставался до конца как-то. Все равно такая ночная жизнь, вот эти вот клубы. Не мое это чуть-чуть, ну так, расслабиться иногда можно. Не знаю, что ты скажешь о ночной жизни Дофи. Что сказать? Все светится, все мерцает. Как тебе в клубах нравится здесь? Последний раз в клубе, когда я был, полгода назад. Да, я тоже туда с тобой вместе. Сейчас вот, наверное, в ноябре, были. Ну, удивляют масштабы. Как музычка тебе в клубах? Нормально? Ну, А цены на алкоголь? цены, блин, это вообще. Друзья, кто там пьет, любит выпить, и вот чтобы в клуб сходить, нужно реально оставить 100 баксов, чтобы более-менее выпить нормально. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, простите. День номер 2. Я уже на работе. К сожалению, один выходной только. Ну как, иногда 2 бывает. 2. Вообще у нас в компании 2 выходных. Но не у всех, скажем так. Вот. Обычно 2 выходных в последнее время. За счет того, что вот людей не хватает в компании, один выходной всего. Один, или же иногда получается так, что перед выходным там 4 часа работаешь, и после выходного тоже приходишь там, допустим, вечером. Вот, получается как будто 2 дня. Покажу сегодня вообще вам вещи, сколько стоит Zara, H&M здесь в Катаре. Еще пройдемся, посмотрим по магазинам. Вот. На фудкорте покажу, чем обычно питаемся. Ну, скажу так, я уже говорил, по питанию здесь такое себе. Фастфуда дофига, что мне не нравится. Здорового питания здесь мало. Это отличная идея, кстати, для бизнеса, сделать что-то со здоровым питанием. У кого есть бабки, ребята, напишите, запустим бизнес в Катаре. Кстати, друзья, вот в этой башне, она находится около Виладжо. Там, типа, я так понимаю, отель, и там еще, кстати, есть ресторан. Ресторан на верхнем этаже с классным видом, и басик открытый. Но раньше работал, сейчас, не знаю, открыто или нет. Еще там не был сам. Что, когда схожу туда, обязательно поделюсь опытом своим. Как вообще там круто или нет, стоит для посещения места или нет. В общем, на фудкортах здесь в основном фастфуд. Ну, можно поесть и здоровую пищу. Вот Hollywood Stars, у них неплохая еда. Можно пасты заказать, всякие там, типа картошки они делают. И внутри картошки всякое мясо, там овощи. Вот Attila еще, вот Mongolian Grill. Такая штука тоже вкусная. Там нудлсы всякие с овощами, с мясом, с креветками. В общем, советую тоже. Я заказал себе такой вот авокадо. Краб с авокадо сэндвич. 15 реал стоит. Чаек также. Чайка. В общем, здесь реально выгоднее. Ну и по времени вы экономите. Питаться где-то в каких-то вот местах, заведениях. На фудкортах можно, такой вот лайфхак. Можете подходить и говорить, что вы работаете, к примеру, здесь в торговом центре. Когда есть там и для сотрудников типа отдельное меню, ну и скидки хорошие дают. Очень вкусная штука, кстати. Там
Цельное мясо краба. Мне тут посоветовала подруга еще мороженое. Говорит, лучшее мороженое в Дохе. Cold Stone называется вот бренд. Он как раз здесь вот в Виладжио есть. Вот сегодня хочу попробовать. Чизкейк клубника. Говорит, лучшее мороженое, которое ты попробуешь в своей жизни. Это такое серьезное заявление. Пойдем туда, закажу, попробуем. Sorry? Medium. Yes, this side. В общем, сейчас попробуем чизкейк стробери. I'm sorry? What else I can add? What you recommend? What you recommend? There are packets also and blueberry also. Okay, let's try. It's okay. Yes, yes. Cheesecake fantasy. Cheesecake fantasy? Yeah. Fantasy? Fantasy. Ah, okay. This is for city celebration, sir. Ага. It's best sell, sir. It's a Turkish ice cream? No, sir. It's No. American. American, okay. Take or here, sir. I'm sorry? Take or here. Take away or here. Take away. Take away. Yeah. Вот так это выглядит. Такая достаточно большая чашечка. Грамм здесь, наверное, 300. Так, по весу будет. Ну, 250-300 где-то. 24 реала это стоит. Сейчас будем пробовать. Ну-ка, попробуем. С настоящими фруктами, кстати, свежими. Очень вкусно. Офигенно. Не сказал бы, что самое лучшее мороженое, которое я ел в своей жизни. Самое лучшее, наверное, турецкое мороженое, самое лучшее. На суклакифе делают. Но это тоже очень вкусное. Кайф. Белую ночь, сирени лиством, ветер качает урок, и то смелый. Белую ночь, час, когда я усну, и снится мне сон удивительно белый. Птица над волшебным крылом, и я боюсь. Мороженое действительно оказалось очень вкусным. Правда, я взял 2 шарика. Такая большая порция получилась. Достаточно было бы одного. Ну, так получается 1,24 реала. Ой, 1,21 реал. А 2 выходит 24-25, по-моему, реала. То есть выгоднее, конечно, взять 2. Потому что я думал, что один будет, как у нас, знаете, вот эти маленькие скупы. Оказался большой. Ну что, пойдем зайдем в Зару, посмотрим, что там по ценам, сравним. Вы напишите в комментариях вообще. Считаете, хорошие, адекватные цены и неадекватные, потому что, как по мне, цены в Заре практически как в Lacoste или в Calvin Klein. Супер завышено. Вот, кстати, классный бренд Boggy. Boggy. Очень нравится мне. Крутой. Вот рубашка такая. В Levi's зашел. Рубашка из льна, видимо. 349 реал. 100% лен.
Но, видимо, скидка на нее есть, что цены стоят 199. На этих гондолах здесь вот туристы катаются очень часто. 10 реал стоит прокатиться по этой речке искусственной. Не знаю, такое сомнительное, честно говоря. Все так фейково выглядит. Лучше, как по мне, взять байдарочку и по реке спуститься в Беларуси по какой-нибудь Гривде или на озеро Нарочь. Вот это я понимаю. А не сидеть в торговом центре замкнутом, где все искусственно. Вы как думаете? Напишите комментарий. Людей, конечно, в зале дофига. Но сейчас скидки везде. Ну вот, к примеру, сейчас покажу. Майка такая. Майка просто обычная стоила 199 реал. Со скидкой 119. Я потом переведу в доллары, сколько это примерно в долларах. Ну, примерно это выходит 30 долларов за майку. Что-то как-то дофига для Зары. Вы так не думаете? Вот обычная майка хлопковая. Стоила 139, 199 реал стоит. Вот такая. Вот такие рубашки. 119 реал на скидке. Без скидки 179 стоило. Ну, тут, кстати, в Заре качество получше, чем вот в Беларуси, в России. Здесь они, видимо, покачественнее заводят вещи. Ну, в России, как не знаю, как было, по крайней мере. В Беларуси качество отстойное. Вот кофточка такая приятного качества. 179 реал, стоила 269. Такая. Вот штаны, к примеру. Такие легкие, классные летние штаны с манжетой снизу. Стоили 179, сейчас 109 реал. Made in Turkey. Ну, в Заре вообще много они где делают. В Турции, в Тунисе, в Португалии, в Камбодже. Везде. Джоггеры. Вот такие летние рубашки также. 119 реал. Короче, все в районе сейчас со скидками 119 реал. Ну, раньше она стоила 199. То есть это где-то 70 долларов. До хрена. 70 долларов за заровскую рубашку. Вы отдали бы столько? В общем, цены в Заре так прям кусаются. Даже со скидкой. Вот обычная рубашка, вот такая. Вот. 119 реал. 30-35 долларов где-то стоит. Такие интересные шорты. Не для Катара однозначно. В общем, цены здесь в Катаре, в Заре достаточно высокие. Даже со скидкой. Дешевле, ну как, практически такая же цена будет в какой-нибудь Calvin Klein или Levi's или, ну, Lacoste подороже, но дорого здесь в Заре. Давай сбежим, на тебя буду тратить. Буду любить тебя сильно и искренне. Смотрю в глаза, а из глаз летят искорки. За окном ясно, бежевым платьице. Давай сбежим, на меня будешь тратить. Будешь любить меня сильно и искренне. Давайте с вами еще зайдем в Virgin Mega Store. Тут в этой части торгового центра очень людно всегда, потому что на гондолах катаются. Зайдем в Virgin Mega Store, посмотрим. Я думаю, интересно вам будет посмотреть цены на технику Apple в Катаре. Здесь же типа нет налогов. Ну, посмотрим. Ричард Брэнсон, привет. Если ты смотришь это видео, сейчас будем делать обзор на технику в своем магазине. Apple Watch 9 серии. Apple Watch 9 серии. 1599 реал стоит. Такие вот Apple Watch Ultra. Такие часики. Ultra 2. Цена на них 3199 реал. AirPods начинает 649 реал. Но это за обычные, видимо, простые. iPhone 15 Pro. Я, кстати, покупал свой в Оридо. Здесь 15
15 обычный 15, не прошка, стоит 399. Я в долларах потом посмотрим MacBook'и. MacBook Air на 15 дюймов стоит минимальная цена 5499 реал. На 16 гигов 7179. Такие цены. На 13 инчей минимальный на 256 гигов 4599 стоит такой. Прошки, вот здесь Pro. Pro на 14 инчей, 8 ядер, 512 гигов 6899. На 1 терабайт 16 гигов оперативки 8579 реал. Такой ноутбук стоит. Сейчас посмотрим цены на Pro Max айфоны. Pro Max iPhone 15 Pro Max на 1 терабайт стоит 6399 реал. На 256 гигов 4699. Все цены в долларах я потом приложу. Обычная прошка на 128 стоит 3899, на 256 4299 реал. Девчонки, вот фены Dyson 2299 реал, кому интересно. Фен Dyson стоит 2299 реал. Я переведу в доллары потом, но это примерно долларов 650 будет стоить. В общем, такие вот цены на продукцию Apple в Дохе. Можно чуть дешевле найти. Допустим, в Карфуре, вот в сети магазинов. В Оридо чуть-чуть дешевле, но незначительно. Virgin, такой, один из самых популярных магазинов по продаже техники Apple. Ну, как я помню, сравнивал цены на технику Apple в Дохе и у нас в Беларуси. Здесь в Дохе однозначно дешевле. Я себе здесь покупал 15 Pro. И цена составляла разница где-то долларов 250-300. То есть технику Apple здесь реально... Вообще, в целом, технику здесь покупать выгодно. По одежде, ну, сомнительно, достаточно дорогая одежда. Но вот техника Apple и вообще в целом электроника, здесь приятные цены. Кстати, друзья, такой вот прикол. Даже это не прикол, такое удобство. В общем, на многих парковках такие вот стоят типа навесы. Ну, не типа, а навесы для автомобилей, чтобы они не грелись на солнце сильно. Вот сделаны вот такие вот навесы большие. Очень удобно. Это конкретно Villaggio. Не везде, опять же повторюсь, но вот здесь конкретно Villaggio на парковке вот такие вот навесы. Очень круто, кстати, очень удобно. Нужно нашим властям тоже задуматься. Где-то в каких-то местах делают такие вот парковки. Да, я думаю, даже люди не против будут заплатить за это денег, чтобы, допустим, автомобиль стоял накрытый, то есть и от осадков бы защищала, и от солнечных лучей машина бы не перегревалась. Очень удобно. На сегодня мой влог подошел к концу. Друзья, надеюсь, та информация, которой я с вами делюсь, вам полезна. Буду благодарен за подписку, за лайк. Всем добра, всем пока.